Да, я думаю, будет ETF на Doge в конце этого цикла. Aptos вынесет Solana в игре Layer 1 блокчейнов. Я не хотел говорить этого, я не хотел говорить. Эй, старина, прежде чем мы начнем, регистрируйся на бирже MEX по моей партнерской ссылке и получи до 1000 USDT в качестве приветственного бонуса. Кстати, там нет проблем с KYC. You know what I mean, старина. Мне очень любопытно спросить. Я хочу узнать про вашу стратегию в контексте этого года. Стратегия? Будь быком. Не продавай, не шокируйся, не используй плечи. Это легчайшая старина, я просто никогда не буду делать этого. Вот и все. К черту все это йоло-дерьмо. Это очень-очень легко, если ты веришь, что центральные банки и правительства будут дальше печатать деньги, покупать голоса, и население будет увеличиваться. Крипта — это ответ. Очевидно, что биткоин — это OG штука. Очевидно, одна из самых выдающихся штук, что есть в моем портфолио в фонде, это Эфина. Просто посмотрите, как этот крутой парень вообще создал этот актив с видением синтетического доллара. И это 4-й по своему значению стейблкоин. И, вероятно, я думаю, что это лучшая вещь, которую мы делали за последнее время. И вторая вещь, которую я хотел бы рассказать, это EtherFi. Liquid Restaking Token. Экосистема. Очевидно, что EigenLayer будет в сети, и он будет бомбить в этом цикле. Я бы хотел сказать, что это две вещи, которые действительно заслуживают внимания долгосрока в этом цикле. Окей, мы вернемся к Афине попозже, а пока я хочу вас спросить, другой собеседник, как вы видите 24 год? Я не буду делать абсолютно ничего, это лучшая стратегия. В моем портфеле 90% Solana, мать его, пока идет цикл. Вы всегда заканчиваете такими мотивационными тейками. Это последний шанс, старина. Не просри его, мать его, не просри. Вы сказали, что мы в банано-зоне сейчас. Мы движемся к банановой зоне, движемся к ней. Ты хочешь сделать своего бананового хомяка в банано-зоне? Своим предложением, конечно, я сделаю его, не вопрос. Меня арестуют в Сингапуре за бананового хомяка. Окей, а какая у вас позиция по банановой зоне, к которой мы придем? Что случится в следующий раз? Банановая зона — это то, о чем я постоянно говорю. Это время, когда ликвидность приходит на рынок. Банкам нужно рефинансирование, государству нужно погашать долг. Это время, когда политики покупают электорат за мешочек конфет. Крипта должна лететь в это время. Это все связано с макроэкономикой, ее циклами. Цены абсолютно на все растут, и, конечно, крипта — это такие же бананы. Простая вещь, которую вы можете сделать, это не просрите это. Просто имейте огромный портфель с большими монетами. Но если у вас есть Degen Staff, вы можете сделать еще больше денег с 10-20% своего портфеля. Давайте посмотрим, как это было в прошлом цикле, когда Solana, Avalanche, Luna и Matic пришли на рынок. Перформанс, который показали эти токены, был невероятным. И мы собираемся увидеть повторение этого. Я не знаю точно, будет ли это. Но обычно именно так происходит в банановой зоне. И это весело, когда ты диген, и твой портфель реально растет. Не делай ничего. Позволь этому отыграть. Мемкоин — это крутой просматриваемый нарратив сейчас? Или это просто бросание денег во все подряд? Причина, по которой мемкоины останутся с нами и будет еще более сумасшедшая, когда включится станок. Я в Сингапуре сейчас, и это маленькое место в очень гомогенном обществе в плане этноса. Каждый раз, когда я прохожу по одной из главных улиц, где есть брендовые магазины, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, все это.
Там всегда очередь из местных сингапурцев, которые стоят за какими-то буквами на футболке, которые стоят буквально $1000, и они стоят реально в линию, 15-20 человек внутрь, и по 15-20 человек, и они делают это снова и снова и снова и снова. Так, если люди стоят за такими вещами с LV на футболке, то почему бы они не могли просто торговать мемкоинами? Это тоже горячее дерьмо. Тебе просто не нужно понимать ничего в крипте или в циклах. Всем это нравится, и мне это тоже нравится. Так вот, я думаю, что мемкоины останутся в этом цикле. И для тех людей, которые только войдут в крипту, это очень простой путь попасть в нее. О, да, это крутая картинка, это очень смешная шутка. Я всего лишь могу купить картинку и делать деньги. Тебе не нужно понимать блокчейн, AI, крипту, криптографию и весь этот сложный став. И всю эту штуку, которая происходит на децентрализованных биржах. Тебе просто нужно понимать, какой культурный тренд крутой или нет. Они и так это делают в повседневной жизни, в реальной жизни, когда они идут покупать известные бренды. Тратя по 2 часа в очередь, просто чтобы получить очередной бренд на своей одежде. И обозревая вообще действия людей, они просто смотрят на богатейших людей в мире, и большая часть из них носит лакшери-бренды. Мемкоины — это лакшери-бренды крипты. Я думаю, что у Dodge будет ETF в конце цикла. Просто потому что. О, да, я думаю, это круто. Это самый олдовый мемкоин. Он есть на Robinhood в Штатах. И TradFi люди могут спокойно его покупать. У него большая рыночная капитализация. Это оригинальный мемкоин, шутка. Окей, я думаю, что у Dodge будет ETF в концу цикла. Я думаю, что большинство мемкоинов очень специфичны. Прямо как политические мемы, да, это прикольно в моменте, но не имеют на самом деле культурной ценности. Просто представь, что произойдет, если Байден умрет. Ему осталось на самом-то деле немного в следующее десятилетие уже времени. Просто подумай, что случится с такими мемкоинами. Он так говорит просто потому, что у него много времени. Да, это все смешно и прикольно. Но это специфичная штука для Штатов. Почему Dog with Hat прикольный? Просто потому что ты видишь эту шляпу, если ты кореец, китаец, не знаю, аргентинец. Ты понимаешь, это круто. Когда мы говорим о политике Америки, это релевантно только к американской аудитории. И на самом деле 95% не разбираются в политике Америки. С остальным миром это никак не резонирует. И я вижу, что большинство мемов зациклены на какой-то специфичной тематике, и они никогда не будут глобально релевантными для всего мирового комьюнити. Поскольку ты упоминал Афину ранее в нашей коммуникации, когда мы смотрим на крипторегуляции, какие есть риски, по твоему мнению? Конечно, регуляции США наступят рано или поздно. Когда ты смотришь на экосистему криптовалют, какой черный лебедь может прийти к нам? Окей, когда ты смотришь на прошлый цикл, какой был самый главный риск? Это кредитование покупателей. Мы любим децентрализацию, но чтобы делать деньги, действительно нужно централизованные биржи. Но биржи просто не вывозят, когда начинается медвежий рынок, и все это рушится каждый раз. Окей, давай посмотрим, что есть в этом цикле. Чему мы действительно можем доверять? Это ETF-фонды. И что они делают? Они хранят свои средства в Coinbase. Всего несколько банков обеспечивают все это дело. Окей, что вы делаете? Вы аккумулируете сотни миллиардов или даже триллионы долларов в руках всего 5 институтов. Просто представьте, что будет, если их взломают. Что станет с этими миллиардами? Окей, я не особо хотел об этом говорить, но... И я попозже дам еще чуть больше информации по этому поводу. Возможно, позже этим летом.
Aptos вынесет Solana в этом цикле Layer 1 блокчейнов. Окей, я больше не хочу не говорить ничего кроме этого. Для меня очень забавно слышать об этом, ведь я в Sui Foundation. И мы стоим на то, что язык программирования Move — это крутая штука. Большой нарратив в этом цикле. И мы можем противопоставить Sui и Aptos после этого. Окей, Рауль, я поняла, что тебе очень нравится Solana, Sui. Ну, Артур, почему ты думаешь, что он перегонит Sui? Я думаю, Aptos станет круче Solana. Уже в этом цикле. На это понадобится 1-3 года. И я, вероятно, положу больше мяса в этот стек уже в сентябре. Окей, Рауль, есть ли у тебя мнение по этому поводу? Я заинтересован. Я реально заинтересован в следующем раунде нарратива L1 блокчейнов. И есть несколько блокчейнов, которые мне интересны по-настоящему. Окей, давай скажу. Это реально будет профитно в банановой зоне. Потому что в этой зоне происходят сумасшедшие вещи, просто невероятно, как и в прошлом цикле. И это будет снова в этом цикле. И те проекты, которые вышли сейчас, вышли немного не в самое подходящее время. Но это хорошая возможность откупить их. Окей, вы можете изучить Celestiu, Monad. Monad будет попозже в этом цикле. Несколько этих блокчейнов будут большим нарративом в этом цикле. Посмотрим. Фантастически. Спасибо, ребята, спасибо, все. Офигенно. Ой, крутой фан.